Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам представить вот такую красивую модель. Даже не знаю, из какого журнала она. Ну, в общем, есть у меня и схема, и выкройка. Мне что приглянулось? Посмотрите, такая изящная белоснежная моделька с высоким воротом, да. Я бы даже сказала, что это свитер. Ажурный у него только перед, спинка и половина рукавчиков у нас связаны изнаночной гладью. И самая изюминка, что мне особо приглянулось, посмотрите на рукав этого джемперочка, этого свитерочка. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Довольно оригинально смотрится, очень изящно, и я просто в восторге от этой модельки и хочу вам показать, как ее вязать. Сегодня в нашем мастер-классе, как обычно, будет схема, вязание образца, определение плотности, составление описания на несколько размеров. Подробно я вам расскажу особенности вязания данного узора и как расположить эти узоры на тот или иной размер. В общем, все как обычно, для того, чтобы вся будет информация, для того, чтобы вы без проблем сели и связали этот джемперочек. Ну а сейчас, конечно же, про выбор пряжи для данной модели. Я подобрала интересную пряжу с добавлением бамбука. Очень ценю пряжу, которая содержит натуральные волокна, и, в общем, по нежности и белоснежности эта пряжа вполне практически идеально вписалась в эту модель. Для вязания этого ажурного джемпера я выбрала очень нежную пряжу фирмы Alize Baby Wool. Цвет, пожалуйста, смотрите. Это турецкая пряжа, как вы поняли уже по названию. По расходу и по составу сейчас я вас ознакомлю. 50 грамм 175 метров, 40% шерсть, очень мягкая шерсть, 40% акрил и 20% бамбука. За счет этого она, я так понимаю, очень шелковистая. Да, она вообще похожа как бы на шелк, но только это натуральный материал, бамбук. Ну и говорить о том, что она мягкая и совсем не колется, вообще можно не говорить, потому что само собой очевидные вещи. Действительно, пряжа нежная, мягкая, тоненькая, хорошая скрутки ниточка. Посмотрите. Я вязала спицами 4, но вполне подойдет и спицы 3,5. Вот, будет поплотнее. Но я посмотрела, в оригинале все-таки там довольно такое вязание рыхлое. Я подумала, что нужно взять лучше 4. Ну, я вам все, девочки, показала, рассказала. Очень узорчик простой, несложный, повторяется часто. Здесь у меня 4 раппорта в высоту связаны и 2 раппорта в ширину связаны. Плюс вот эти вот изнаночная гладь, которая у нас тоже будет активно использоваться в модели, потому что ажур у нас вяжется только передняя часть, а по низу рукавчика еще, правда, идут этот узорчик красивый. Он такой, знаете, сейчас я вам вот так сбоку покажу, посмотрите, он немного рельефный, да? То есть за счет того, что здесь вот такое идет сочетание изнаночных лицевых, да, получается эффект такого рельефности, то есть не приплюснутости. Даже когда я его отглаживала, он все равно стал, девочки, вот такой рельефненький остался. Видите? Не знаю, передает ли это камера.
ощущение. Не пойму. Так, ну, в общем, что еще хочу сказать. Попробуйте этот узор необычный. Я, во всяком случае, в своей практике такой еще не встречала нигде. Поэтому я обратила внимание на данную модельку и решила вот вам ее продемонстрировать, как это будет смотреться в оригинале. Ну, как бы в натуральную величину. Так, как всегда у нас будет с вами схема, выкройка. Как всегда у нас будет с вами описание вязания. Как всегда я буду рассказывать, как расчет плотности сделать на тот или иной размер, описание индивидуальное составить. Поэтому, мои хорошие, это вполне полноценный проект для выполнения, теоретический проект для выполнения практического проекта. Да? Так что, мои хорошие, я надеюсь, что у вас не возникнет сложностей с вязанием данного джемпера. Очень красивый, интересный джемпер. Модель рекомендую связать. Итак, мои хорошие, вот так выглядит схема данного узора. Здесь есть условное обозначение на русском, вот с переводом. И схему я вам сейчас, естественно, приближу и вам расскажу вкратце, как, в общем, тут расшифровка идет условных обозначений. Так, вот у нас, смотрите, раппорт узора, да, 12 петель в ширину и 8 рядов в высоту. Мы вяжем здесь поворотными рядами и вяжем изнаночные. У нас, в общем, придется следить по схеме и за изнаночными рядами тоже. Так, собственно, особенность данного узора лишь в том, что мы с вами добавляем петельки, вот эти изнаночные, справа и слева, да, в зависимости от размера регулируем. Именно вот этими изнаночными петельками. Вот в этом вся особенность этой модели. Так, дальше. Смотрите. Вот этот знак, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Соответственно, в зеркальном отображении 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот этот знак, это 2 вместе изнаночный, это у нас изнаночный ряд, да, 2 вместе изнаночный за заднюю стенку, а вот этот знак 2 вместе изнаночный за переднюю стенку я вязала. Теперь эта подковка, как всегда, накид, горизонтальная черта – это изнаночная, пустой квадратик – это лицевая. Ну, вроде бы все условные значки я вам рассказала. Больше здесь говорить, собственно, не о чем, да? Так, сколько раппортов на тот или иной размер и как их посчитать, симметрично расположить, я буду рассказывать в конце видео, когда мы свяжем образец и определим плотность. Как всегда, вас ждет попетельное описание, и там будут все эти нюансы. У нас есть вот такая выкройка. Вы сейчас удивитесь, она очень элементарно простая. Здесь нет никаких линий проймы, да? Здесь нет ни выреза горловины. Вот такой вот прямоугольничек. Вот так, мои хорошие. Элементарно. И у рукава также, видите, тоже необычная форма. Не как обычно. Вначале мы вяжем сразу широко, начинаем, да, снизу. И затем на высоте 22 сантиметра у нас уже идет скос рукава. Мы начинаем расширяться к пройме, да. Тоже довольно элементарное вязание, довольно ничего сложного в расчетах нет. Описание тоже очень простое, потому что сами видели, какая выкройка, такое описание, да, российские размеры. Я добавила, девочки, размерчики, значит, не смотрите на выкройку, обязательно посмотрите после того, как я связала образец, я начинаю объяснять, какие размеры я здесь рассматриваю, да, и какая у них будет ширина спинки и переда. Я там немного изменила, потому что я считаю, что 61 сантиметр в ширину для 50-52 размера, ну, вы утонете в таком наряде.
Поэтому я изменила по своему взгляду, как бы, я считаю, что этот размер не соответствует тому, что на выкройке. И поэтому для 44-46 размера ширину спинки я взяла 48 сантиметров. Для 48 размера ширина спинки у меня 52 сантиметра. И для 50-52 ширина спинки у меня 57 сантиметров. Вот такими размерами я руководствовалась. Так, плотность еще какая особенность? Плотность узора ажурного отличается от плотности изнаночной глади. И это я тоже указываю здесь. Как определить плотность, если вы будете вязать из другой пряжи, с другими спицами? Пожалуйста, посмотрите у меня после того, как я связала образец, идет пояснение, объяснение. То есть это все в конце видео. На что хотела бы еще я заострить внимание, обратить ваше внимание? На то, что обязательно учитывайте вертикальную плотность, потому что, вот смотрите, вязать прямо на высоту 58, 59, 60. Кому непонятно, смотрите, первый размер 44, вот как у нас здесь, да, написано 44, 46, второй размер на 48 размер, в скобочках, да, и третий размер 60 сантиметров, это 50-52 размер, российский. Так, и возвращаюсь я к нашей высоте. Узор, вот этот ажурный узор, он очень такой замысловатый, поэтому нельзя руководствоваться исключительно мерить линеечкой, сантиметрами, да. Обязательно измеряйте рядами, девочки. После влажной тепловой обработки он резко как бы становится в ширину и в высоту увеличивается. То есть он такой коварный в этом отношении. Поэтому, пожалуйста, считайте рядами вашу высоту. Так же, как и ширину. Измеряйте обязательно плотностью. Так, ну эти все попетельные вещи я вам рассказывать не буду, да. Вот эти буковки на схеме, начало и окончание вязания узора в зависимости от размера. Ну, если кому непонятно, давайте я вам продемонстрирую на примере. Сейчас, давайте. Вот смотрите, что такое, значит, от Б до Б. Вот смотрите, то есть вы вяжете определенное количество раппортов внутри по 12 петель, да, и добавляете одну изнаночную справа, вот от Б до Б на ваш размер, там, я не помню на какой. Что такое руководствоваться буквами АА? Это значит, что вы вяжете в начале ряда, да, 3 изнаночные, видите, да, затем у вас идет нужное количество раппортов по 12 петель, да, и в конце вы добавляете еще 2 изнаночные в конце всех раппортов провязанных. Вот. Ну и, соответственно, по С это вот прям строго по схеме. В серединке у вас идет нужное количество раппортов, да, и справа у вас добавляется 4 изнаночные, а слева 3 изнаночные. Вот так это будет выглядеть. Кому это было сложно понять. По рукаву тоже все довольно легко. Прочитайте, это описание будет под видео. Все. Горловину мы вяжем резинкой 2 на 2. Набираем для горловины петельки определенное, да, количество. И провязываем высоту 23 сантиметра, опять-таки руководствуясь, наверное, все-таки плотностью, да. Вот я здесь подчеркиваю, это равно 53 ряда по моим расчетам. Ну и все, мои хорошие. Давайте с вами приступим к вязанию нашего шикарнейшего образца. Для вязания образца набираем 33 петли и вяжем первый ряд. У меня будет 2 раппорта использоваться и дополнительные петли изнаночные перед раппортом и за раппортом. Итак, смотрите, значит, вяжем с вами по схеме. По схеме у нас перед раппортом вяжется 4 изнаночные. Вяжем 1,
2, 3, 4 изнаночные. Связали. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным петлями, поэтому я меняю петельки местами. И провязываю как 2 вместе лицевой. Дальше идут 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, изнаночная, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И начинаем второй раппорт. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, изнаночная, накид, снова 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И за раппортом у нас 3 изнаночные. Кромочные тоже провязываем изнаночной. Второй изнаночный ряд вяжем следующим образом. Схема читается слева направо. Вяжем 3 лицевые за раппортом. Приступаем к вязанию раппорта. Лицевая, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные и 2 вместе изнаночные за передние стенки. Провязали первый раппорт. Второй раппорт снова лицевая, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночные, девочки, за передние стенки. И за раппортом 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной. Третий ряд. Перед раппортом 4 изнаночные. Начинаем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, накид, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Первый раппорт провязали. Вяжем второй раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, накид, 5 изнаночных, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Провязали второй раппорт. И за раппортом 3 изнаночные. 1, 2, 3. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Вяжем четвертый ряд. За раппортом вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Начинаем раппорт. Лицевая, 2 вместе изнаночные за задние стеночки, накид, и идут у нас 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем опять накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки. Раппорт провязали. Вяжем второй раппорт. Лицевая, 2 вместе изнаночные за задние стенки, накид, 7
лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид и 2 вместе изнаночные за передние стенки. Провязали второй раппорт. И 4 петли у нас, 4 лицевые за раппортом вяжем. Кромочная, изнаночная. 5-й ряд. За раппортом 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Начинаем раппорт. Накид. 3 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 изнаночные. Накид. Изнаночная. Раппорт провязали. Вяжем второй раппорт. Накид. 3 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 изнаночные. Накид. Изнаночная. Раппорт второй провязали. Вяжем 3 изнаночные за раппортом. Кромочная тоже изнаночная. Вяжем 6-й ряд. 3 лицевые перед раппортом. 1, 2, 3. Приступаем к вязанию раппорта. 2 лицевые. Накид. Снова 2 лицевые. Далее 2 вместе изнаночные за переднюю стенку. Лицевая. И 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. 2 лицевые. Накид. Лицевая. Провязали первый раппорт. Вяжем второй раппорт. 2 лицевые. Накид. 2 лицевые. 2 вместе изнаночной за переднюю стенку. Лицевая. И 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Далее 2 лицевые, накид, лицевая. И за раппортом 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной. У нас 7-й ряд. Перед раппортом 4 изнаночные. Начинаем вязать раппорт. 2 изнаночные, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, накид, 3 изнаночные. Раппорт провязали, начинаем второй раппорт. 2 изнаночные, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. Делаем накид, 3 изнаночные. 1, 2, 3. И все, на этом раппорт связали. За раппортом вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Кромочная, изнаночная. Связали. Дальше у нас идет с вами 8-й ряд. Это последний ряд в раппорте. Затем повторяется с 1-го ряда. 8-й ряд. 3 лицевые перед раппортом. Связали. Далее начинается раппорт. 4 лицевые.
накид, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, лицевая и 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, накид, 3 лицевые. Один раппорт провязали, вяжем второй раппорт, 4 лицевые, накид, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, лицевая, и 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, накид, 3 лицевые. Провязали раппорт, за раппортом 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной. Мы связали с вами полный раппорт. Теперь повторяем с 8 ряда все. Вот такой у нас с вами получается узор. Довольно интересный, рельефный, витиеватый такой, да? Сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработку и измерить плотность нашего вязаного образца. Горячим утюгом с паром я вот так обдаю наше полотно связанное. Оно становится влажным и пластичным. Очень хорошо сейчас тянется в разные стороны. Так, мы его стараемся растянуть по возможности, да. Просто потом, когда оно высохнет, оно все равно вернется к тем, как бы, показателям, которые будут ей присущи во время носки этому вязаному полотну. Сейчас я края изнаночные хорошо попробую отутюжить. Так, с изнаночными краями поработали. Все хорошо. Переворачиваем, и пусть наш образец сохнет в таком расправленном виде. Теперь наша задача измерить вот это расстояние, то есть нашу ширину. У меня вот 18,5 ширина получается, и я 33 петли, которые мы набирали для образца, делю на 18,5. Получается цифра 1,78. Так, давайте и запишем. Значит, я пишу, что в 1 сантиметре 1,78 петель сотых. Вот. Что касается вертикальной плотности. Сейчас я то же самое измеряю. Наш образец так спокойно лежит, и мы измеряем с вами плотность. Так, в начале 14 сантиметров я вижу, что у меня высота образца. Теперь вычисляем вертикальную плотность. У меня в образце 4 раппорта связаны по 8 рядов. Это 32. 32 делим на 14. Получается 2,28 сотых плотность по вертикали. Я записываю в 1 сантиметре 2,28 ряда. А теперь наша задача с вами составить выкройку, и по выкройке будем с вами рассчитывать попетельно и располагать наши узоры в зависимости от нашего размера. Выкройка здесь совсем простая к модельке. Вот такая спинка, и перед вообще без всяких вырезок горловины. Плечо у нас как бы обозначается, и вырез горловины, как бы на него сантиметр накидывается, и все. И затем вяжется
ворот, да, такой высоту резинкой. И смотрите, мои хорошие, попетельно, как я вам и обещала, давайте с вами прикинем. Вот у нас на выкройке есть размер на 50, значит, ширина спинки 52, 57 буду рассматривать. 52 это у нас будет размер 48, 57, 50, 52 будет размер. Ну, это обычные средние размеры. И для 44-46 размера я буду рассматривать ширину спинки 48 сантиметров. Ну и переды, соответственно, одинаковые. Вот. И попетельно, смотрите, какой у нас тут получается расклад. Для 48. 48 сантиметров спинка. Это 44-46 размер. Мы умножаем на нашу плотность 1,78. Получаем 85 петелек. Так. Дальше у нас идет с вами 48 размер. Ширина спинки 52. 52 умножаем на 1,78 плотность. Получаем вот 92 петли. Да? Я уже записала 92 петли. И для третьего размера на 50-52 ширина спинки у нас идет с вами 57 сантиметров. Умножаем на 1,78 плотность, получаем 101 петля. Да? И это такие у нас с вами пока еще грубые подсчеты. Сейчас более детально будут у нас расчеты с использованием раппорта узора. Вот у нас раппорт узора с вами 12 петель, вы помните, да? 12 петель. Плюс 1 петля у нас идет для симметрии. Вот она добавляется, справа будет. Так. И мы с вами должны сейчас все вот эти наши набранные петельки разделить на целое число в раппорте, на 12. Итак, первое это 85. 85 делим на 12, получаем 7 раппортов. Девочки, 7 раппортов, да? 7 раппортов плюс 1 для симметрии. Я пишу 7 раппортов плюс 1 для симметрии. И плюс 2 кромочные. Их же тоже надо учитывать. Или смотрите, здесь похоже вообще кромочных. Кромочные уже вошли в состав вот этих двух изнаночных. Может такое быть? Сейчас давайте попетельно представим это. 7 раппортов умножить на 12. 84 и плюс 1 для симметрии, это получается 85. Девочки, 85 и никаких кромочных. Кромочные у нас именно вот эти вот петельки будут. То есть у нас ровно 7 раппортов идет. Это 48 размер. Так, 85 петель. Отлично уложились. Если вас смущает что-то во всем этом, сделайте 2 кромочные, тогда будет 87 петель. Так, далее. Второй раппорт у нас 48 размера. 92 петли у нас получилось по расчетам. Делим на 12. Получаем опять 7 целых раппортов. 7 умножаем на 12, это 84. Расписываем, девочки, 84 плюс 1 кромочная, ой, 1 для симметрии, да, и 85 получается. А нам надо, чтобы было 92, да. Мы с вами из 92 отнимаем 85, получаем 7. 7 у нас с вами не делится пополам, чтобы симметрично добавить справа и слева. Поэтому мы убираем 1 петлю. У нас будет 91 петля. И тогда у нас с вами и справа, и слева получается по 3 изнаночных прибавляются. Вот именно для этого на схеме автор модели нанес циферку S. Вот смотрите. То есть у вас получается вот такая картина. Перед раппортом вы вяжете 4 изнаночные, как мы с вами в образце вязали. Вот. А здесь у вас будут 3 изнаночные после раппортов. В конце всех провязанных раппортов у вас их 7. 7 раппортов и 3 изнаночные в конце добавляются. Это понятно, да?
Это мы с вами обсудили. 48 размер. Теперь, что касается 50-52 размера. 101 петля у нас с вами была в расчетах. И мы с вами также поступаем. 101 делим на 12. Число петель в раппорте. 8, девочки, 8 раппортов. Надо записать. Я пишу 8 раппортов. И все это мы будем с вами вязать по схеме А. То есть вот она у нас. То есть смотрите, мои хорошие, по схеме А для 50-52 размеров. Вяжем с вами 3 петли, 3 изнаночных перед раппортом по схеме А и 2 петли за раппортом. А внутри, в центре, будут подряд 8 раппортов идти. Вот так. Так, значит, распределил у нас автор модели. Вот таким образом. Ну, больше здесь особо рассказывать нечего, да. Как определить количество петель, приходящихся на горловину и на плечо, тоже легко. Смотрите. Вот у нас 24, да, идет. Это у нас идут на с вами на 52 спинка. Это 48 размер. Ну вот давайте 24 умножим на плотность 1,78. Получается, что на горловину приходится 42, ну 43 петли, да. Я пишу 43 петли. Округлила. Там это опять-таки будут грубые такие цифры, которые пока еще как бы не совсем стабильные, да. Дальше на 44-46 будет 22 сантиметра, и это будет, давайте посчитаем, 22 умножить на плотность 1,78, это будет 39 петель. И тоже такие цифры пока сырые. Так, и на третий наш размер 26 ширина горловины. Получаем на плотность 1,78 умножили, получаем 46 петелек. Ну а по плечам, смотрите здесь как, девочки, общее количество петель мы должны с вами отнять горловину и число, которое получится, разделить поровну. Это будет наши плечи. Это легче всего посчитать таким образом. Давайте попробуем. Значит, для 44-46 размера у нас было с вами 85 петель, да? Из 85 отнимаем 39 на горловину. Это будет 46. И делим на 2. Будет по 23 петли на плечики. 23 петли в плечо, да, я пишу. Это для 44-46 размеров. Так, дальше у нас идут с вами плечи, где мы набираем 91 петлю. Также мы из 91 отнимаем 43 петли на горловину. Получаем 48 и делим на 2, 24. То есть у нас, значит, плечо для 48 размера будет 24 петли, да? Ну и, соответственно, также мы поступаем с большим нашим размером 50-52. У нас наборные 102 петли, да? Так, 102 петли наборные. И из них мы отнимаем 46 посчитанные для горловины. 56 делим на 2 по 28. То есть для большого размера плечо будет составлять 28 петелек. Вот такой расклад у нас получается по размерной. К рукаву обращаемся. Рукав тоже, видите, необычный. То есть он у нас вот так сильно будет расширяться. И нам сейчас наша задача посчитать петельки внизу в узкой части, а потом в самой широкой части рукавчика. Дальше у нас идет 33. 33 умножаем на 1,78 плотность, получаем 58 петелек.
свободно. Здесь рукавчик такой вы видели, он красивый, ажурный, да. И для третьего размера, где 35 ширина, вернее, ну как это, по рукаву идет обхват, умножить на 1,78 плотность, получаем 62 петли, девочки. Так, вот так, мои хорошие. И смотрите, вы вяжете высоту 22 сантиметра и затем переходите, у вас идет на расширение. Надо посчитать скос рукава. Значит, если у нас 22 сантиметра, применяем вертикальную плотность 2,28 ряда. Значит, у нас получалось в 1 сантиметре. 22 сантиметра по высоте умножить на 2,28, это будет 50 рядов. Девочки, 50 рядов. На высоту 50 рядов нам нужно с вами равномерно распределить некоторое количество петель. Для каждого размера будет свое количество петель. Ну, я на примере первого размера объясню, а по аналогии вы сделаете для своего размера сами. Итак, самая узкая часть нашего рукава для 44-46 размера 31 сантиметр. Вот мы 31 сантиметр умножаем на плотность 1,78. Получаем 55 петель. И смотрите, а самой широкой части рукава у нас 69 петель. Мы с вами из 69 отнимаем 55, получаем 14 петель, надо прибавить справа и слева. Ну, вернее, всего 14, но мы их должны с вами равномерно справа и слева симметрично распределить. То есть я делю на 2 по 7 петель справа и слева, да, то есть плюс 7 петелек у нас получается. И у нас с вами 50 рядов. Высота, мы с вами эти 50 рядов делим на 7 наших петелек, получаем 7 рядов. То есть 7 петель через каждые 7 рядов делается по одной прибавке, по одной петле справа и слева. Это на маленький размер. Вот таким образом вы поступите и посчитаете для своего размера, девочки. Да? Вы понимаете, о чем я говорю. Высоту скоса, в нашем случае 22 сантиметра, делим на количество петель, которые будут прибавляться справа и слева. Да? 7 петель у нас. И мы получаем число, через сколько рядов у нас будет с вами прибавка идти. То есть через сколько рядов прибавления по одной петле справа и слева. Все, в принципе, все объяснения я вам пояснила. Вот. Ширину спинки вы тоже свою все-таки индивидуально обсчитываете, а длина это все-таки, девочки, довольно индивидуальный момент. У нас рост у всех разный, но я вам также могу сказать, что, например, для 48 размера вот они рекомендуют 60 сантиметров, а для 44 это будет 58 сантиметров. И смотрите, 58 сантиметров умножить на нашу плотность по вертикали 2,28, у нас получается 132 ряда должно быть наше изделие, высоту. Я советую вам измерять не сантиметрами, рулетками, а рядами. Вы видели, как этот образец сильно вытянулся после того, как мы с вами сделали влажную тепловую обработку. То же самое произойдет с вашим образцом, с вашим изделием. После стирки он станет очень длинным, бесформенным. Поэтому, когда вы будете считать, меряйте высоту изделия в рядах, девочки. Это будет более правильно. Вам это легко будет сделать, если вы посчитаете, например, раппортами. Да? То есть вот у вас 132 ряда, а высота раппорта 8 рядов. Да? И вот мы 132 ряда поделим на 8 высоту раппорта. Смотрите, 16,5 раппортов у вас должно получиться во всю длину изделия. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть 132 ряда это равно, сколько там получилось? 16,5 раппортов, да? Вот так вот.
раппортами меряем, да, как помните, я считала, у меня тут 4 раппорта в высоту, вот я и посчитала, 4 умножить на 8, я уже знала, что у меня будет 32 ряда в моем образце, так и у вас. Я надеюсь, я, значит, объяснила вам все доступно, мои хорошие, вы сможете это все связать без всяких проблем, сделать свой расчет индивидуальный. Вот. Интересно очень ажур смотрится в изделии, хорошо и красиво. Я думаю, что, возможно, у вас будут свои ниточки, вы подберете под них другие спицы, возможно, но по аналогии вы всегда сможете рассчитать плотность, да? И по вертикали, по горизонтали воспользоваться моими объяснениями для примера, да? То есть, как бы, я думаю, что какая-то польза от этого мастер-класса для вас в любом случае будет, даже если у вас будет другая пряжа. Так, давайте, до новых встреч!